Сила укуса доисторического хищника. Как три ключевых хищника решали по-разному одну задачу. В доисторическом мире выживание редко зависело от одного качества. Скорость, размер, интеллект – все имело значение. Но у хищников было и еще одно преимущество – укус. Это не просто сила сжатия челюстей, а способ, которым эта сила применялась. Три знаменитых хищника – T-Rex, Аллозавр и Гиганотозавр. Они жили в разное время и в разных экосистемах. Их объединяло одно – каждый был вершиной своей пищевой цепи. Но путь к этому статусу у них был совершенно разным. T-Rex – сила, доведенная до предела. T-Rex обладал самым мощным укусом среди всех наземных хищников, когда-либо живших на Земле. Его челюсти смыкались с такой силой, что кости жертв не просто ломались, а раскалывались. Зубы T-Rex были короткими, толстыми и округлыми в сечении. Это не лезвия, а костяные клинья. T-Rex регулярно дробил кости и проглатывал их фрагменты, извлекая питательный костный мозг. Такой укус говорит о стратегии. T-Rex не нуждался в длинной погоне. Один точный захват, и добыча теряла способность сопротивляться. Это была охота, построенная на решающем моменте. Аллозавр. Скорость и раны. Аллозавр жил в юрском периоде. Его челюсти были легче, укус слабее, но зубы длиннее и острее. Это был хищник иного типа. Исследования показывают, что аллозавр использовал голову и шею как оружие. Он наносил быстрые, резкие удары, разрывая мышцы и сосуды, а затем отступал. Такая тактика напоминала серию атак, а не один смертельный прием. Аллозавр не ломал кости, его добыча истекала кровью. Его укус был частью подвижной, активной охоты, возможно, даже с элементами группового поведения. Гиганотозавр. Охота на гигантов. Гиганотозавр, один из крупнейших хищников мелового периода, внешне превосходил T-Rex по длине, но его челюсти были устроены иначе. Череп более легкий, зубы длинные и плоские, похожие на лезвие. Такое строение плохо подходит для дробления костей, но идеально для глубоких разрезов мягких тканей. Считается, что этот хищник охотился на огромных травоядных, таких как титанозавры, нанося им серию тяжелых ран и постепенно изматывая. Это была стратегия терпения, не мгновенная победа, а медленное ослабление противника. 3 укуса, 3 решения. Каждый из этих хищников обладал идеальным укусом для своего времени и среды. У T-Rex максимальная сила и разрушение. У аллозавра скорость, маневренность и множественные раны. Гиганотозавр использовал глубину порезов и изнурение крупной добычи. Эволюция не выбирала самого сильного, она выбирала самого уместного. Когда мы говорим об силе укуса, речь идет не только о ньютонах давления. Это рассказ о стратегии, анатомии и экологии, о том, как разные животные решали одну и ту же задачу – убить и выжить совершенно разными способами. В мире динозавров сила никогда не была универсальной, она всегда имела форму. Мозг динозавра, интеллект, обоняние и координация. Мы редко видим мозг динозавра напрямую, он не сохраняется в камне. Но природа оставила нам его тень, форму полости черепа, отпечаток нервов и каналов. По этим следам палеонтологи восстанавливают не мысли, а возможности. Что динозавр мог чувствовать, как быстро реагировал и насколько сложно был устроен его мир. Размер не главное. Первое, что бросается в глаза при реконструкции мозга динозавра – его относительная величина. У большинства видов мозг был маленьким по сравнению с телом. Но это не означает примитивность. Мозг – не универсальный счетчик интеллекта. Важнее то, какие отделы развиты сильнее. У динозавров эволюция не стремилась сделать мозг большим. Эволюция делала его полезным.
интеллект. Разные задачи, разные решения. Хищные динозавры, особенно тероподы, демонстрируют относительно развитые передние отделы мозга. Это указывает на способность к обучению, оценке расстояния и принятию решений во время охоты. Небольшие подвижные формы, дромеозавриды и троодонтиды, обладали наибольшим относительным объемом мозга среди динозавров. Их нервная система была рассчитана на сложные маневры, быстрые реакции и, вероятно, элементарное планирование. Травоядные динозавры, напротив, делали ставку не на индивидуальную сообразительность, а на социальность, стадное поведение, синхронные движения, коллективную защиту. Их интеллект был распределен между множеством особей. Обоняние – мир, прочитанный запахом. У многих динозавров обонятельные луковицы были хорошо развиты. Особенно это касается крупных хищников, таких как тираннозавр Рекс. Широкие обонятельные каналы в черепе указывают на способность улавливать запахи на значительном расстоянии. Это позволяло находить добычу, распознавать падаль, ориентироваться на территории и, вероятно, различать особей своего вида. Для динозавра запах был не фоном, а картой мира. Зрение и координация. Расположение глаз у многих тероподов обеспечивало бинокулярное зрение. Это критически важно при атаке или прыжке. Координацию движений обеспечивал мозжечок. У быстрых и ловких форм он был развит сильнее, что говорит о хорошей стабилизации тела, точной работе конечностей и баланса хвоста. Хвост, по сути, был продолжением нервной системы, противовесом и стабилизатором, управляемым с высокой точностью. Мозг и тело – это единая система. Интеллект динозавров нельзя рассматривать отдельно от тела. Их нервная система была встроена в анатомию целиком. У некоторых видов вдоль позвоночника находились расширения нервных каналов. Это не второй мозг, как считали раньше, а центры управления с задними конечностями и хвостом. Это позволяло быстро реагировать без задержки сигнала от черепа. Такое распределение управления делало движения более надежными и экономичными. Динозавры не были ни примитивными рептилиями, ни неудавшимися птицами. Их мозг отражал их образ жизни, охоту, миграции, социальные взаимодействия и выживание в сложных экосистемах. Они не строили цивилизаций, но они прекрасно понимали свой мир. Мозг динозавра – это не вопрос IQ, это вопрос соответствия. Каждый отдел, каждый нерв, каждое чувство были настроены под конкретную задачу. В этом и заключалась их форма интеллекта, не абстрактная, а эволюционно точная. И именно поэтому динозавры правили Землей более 160 миллионов лет. Динозавры и поп-культура. Где кино врет, а где попадает? С тех пор, как первые кости динозавров стали музейными экспонатами, они превратились и в героев мифов. Кино, комиксы и видеоигры сделали динозавров символом силы и ужаса, но вместе с этим исказили их образ. Поп-культура редко стремится к точности, она стремится к эмоции. И все же иногда она попадает удивительно близко к истине. Размер и масштаб. Правда, с преувеличением. Фильмы часто показывают динозавров крупнее, чем они были на самом деле. Особенно это касается хищников. T-Rex в кино – почти ходячий небоскреб, способный разрушать здание одним шагом. На самом деле T-Rex был огромным животным, но не монстром-гигантом. Его размеры впечатляли ровно настолько, насколько это было нужно для охоты и выживания. Поп-культура усиливает масштаб, потому что масштаб – самый простой путь к страху. Кинодинозавры почти всегда бегут. Они не устают, не ошибаются и не теряют равновесия. Их поведение напоминает машину преследования. В реальности крупные хищники были экономными. Они не могли позволить себе долгие погони. Травма означала смерть. Большая часть времени уходила на ожидание, наблюдение и расчет.
Ранние фильмы изображали динозавров как тупых рептилий, ведомых инстинктом. Позднее маятник качнулся в другую сторону. Некоторые виды стали почти разумными стратегами. Научная картина сложнее. Некоторые динозавры действительно обладали хорошей координацией, обучаемостью и социальным поведением. Но это был животный интеллект, не человеческий. Долгие годы кино показывало динозавров гладкокожими, похожими на гигантских ящеров. Это наследие ранних реконструкций 20 века. Сегодня мы знаем, многие динозавры, особенно мелкие и средние тероподы, были покрыты перьями или пухом. Однако кино неохотно принимает эту реальность. Перья кажутся менее страшными. Кинематографические динозавры рычат, как львы или крокодилы. Эти звуки стали каноном. Хотя мы не знаем, как они звучали на самом деле. Скорее всего, многие динозавры издавали низкочастотные гулы, вибрации, возможно, резонансные сигналы, похожие на звуки птиц или аллигаторов. Но кино выбирает рев. Он проще и громче. В фильмах динозавры часто живут поодиночке, внезапно появляются из тумана и немедленно атакуют. Реальные же экосистемы были сложнее. Многие виды жили стадами, мигрировали, заботились о потомстве и проводили большую часть жизни в спокойном поиске пищи. Драма возникала редко, но была настоящей. Почему кино искажает? Потому что кино – это язык эмоций, наука – язык доказательств. Поп-культура упрощает, усиливает и сокращает. Она берет сложную реальность и превращает ее в понятный символ. Иногда слишком грубо, иногда удивительно точно. Когда кино указывает точные моменты, когда оно показывает вес и инерцию тела, осторожность крупных хищников, социальность травоядных, ощущение древнего чужого мира. В эти моменты вымысел приближается к правде. Кино не обязано быть учебником, но оно формирует наше представление о прошлом. И чем чаще поп-культура прислушивается к науке, тем богаче становится ее образ динозавров. Настоящие динозавры были не страшнее киношных. Они были интереснее. Динозавры были быстрыми, сильными, бесстрашными. Их жизнь была опасной, но удивительно долгой. Они росли медленно, особенно после юности. Скелеты крупных плеозавров показывают толстые, перестроенные кости – признак возраста. Эти чудовища могли жить десятилетиями, переживая смену поколений добычи и конкурентов. Морские долгожители. Старые плеозавры отличались изношенными зубами, зажившими переломами шейных позвонков и глубокими шрамами. Настоящие ветераны Древнего моря. Эласмозавры – огромная шея, тело, растянутое для дальних путешествий, плавники, способные унести владельца через весь океан. Эласмозавры обладали удивительной выносливостью. Они медленно взрослели, но жили долго – до 45 лет. Их долголетие – следствие постоянных миграций, экономичного движения и отсутствия необходимости вступать в частые бои. Они видели больше океана, чем почти любое другое существо своего времени. Они были гораздо умнее, чем мы думаем. Динозавры и морские рептилии-долгожители – это напоминание о том, что выживает не самый быстрый, выживает тот, кто умеет жить долго. Битвы гигантов, когда рептилии и акулы делили океан. Ночь в Древнем море – не тишина, а ожидание. Под толщей темной воды, там, где солнечный свет уже давно растворился, разворачивается драма, которой сотни миллионов лет. Глубокое меловое море – не место для одиночных героев. Здесь каждая форма жизни стремится к вершине пирамиды. Рептилии, акулы, гигантские головоногие – все идут к одной цели – стать хозяином океана. Но хозяин может быть только один. Мозазавр – король Древнего моря. Если бы океан умел бояться, он боялся бы их. Мозазавры – длиннее автобуса, гибче морского льва,
и вооруженные челюстями, способными раскрошить панцирь гигантской черепахи как орех. Они патрулируют мелководье Северной Америки и Европы. Мощные плавники работают как турбина, бросая хищника вперед. Наиболее крупные виды, вроде мозазавра Хоффмана, достигают 17 метров. Они не просто охотники, они стратеги, нападающие снизу вверх, где добыча их не видела. Если мозазавр – убийца в засаде, то плеозавр – торпеда. Коренастое тело, огромные ласты, череп почти метр длиной, челюсти перемалывают рыбу, черепах, других рептилий и даже собственных родственников. Плеозавр Функе мог достигать 13 метров, а его укус по силе приближался к современному гиппопотаму, но в несколько раз больше. Он не боится схватки, его стратегия проста. Плеозавр не убивает изящно, он убивает быстро. Древнейшие моря принадлежали ихтиозаврам, живым торпедам мезозоя. Шонизавр длиной до 21 метра, истинный гигант, но не хищник. Он фильтрует мелкую добычу, подобно современному киту. А вот более мелкие, быстрые виды – темнодонтозавр и платиптеригиус – скоростные охотники, способные разгоняться до 50 км в час. Их преимущество – скорость и маневр. Но в эпоху мозазавров они постепенно уступают место более агрессивным видам. Пока рептилии господствуют на поверхности, в глубинах поднимается другая сила. Гигантские мезозойские акулы. Акула гинзу – это 7 метров хищной мускулатуры. Ее зубы идеально приспособлены разрезать плоть, и она – единственный серьезный конкурент молодым мозазаврам на меловых морях. Атодус обликвус, предок мегалодона, еще скромен, но уже чувствует себя на королевском троне. Акулы уступают в размерах, но берут главным. Они могут ждать, выжидать, следовать за раненой добычей часами. И в мире вечной опасности это часто важнее силы. Глубже всех живут загадочные гигантские головоногие, древние кальмары и их родственники – белемниты. Если мозазавр – хищник тела, то они – хищники тьмы. Реконструкции предполагают существование головоногих длиной до 0,1 метра, со щупальцами, способными удержать юного плезиозавра. И хотя они не правят морем, они правят глубиной, куда не рискуют спускаться даже гиганты. Кто же был вершиной? Ответ зависит от эпохи. Юра, в этом периоде господствуют плеозавры. Быстрые, мощные, оснащенные чудовищными челюстями. Ранний мел. Акулы и ихтиозавры делят океан, пока рептилии еще слабы. Поздний мел. Мозазавры становятся абсолютными хозяевами морей. В глубине океана вечно властвуют головоногие, скрытые от глаз и конкурентов. В современном океане никто из их потомков не достиг прежних размеров, но память о тех временах остается в ископаемых шрамах, в зубах, найденных в камне, в следах борьбы, которая длилась миллионы лет. Море впервые стало ареной для по-настоящему подводных битв. Это были битвы гигантов, чьи имена мы теперь произносим с благоговением. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео от канала «Реальное нереальное».